Глава 1326. Пещерная резиденция. Прости, что разочаровал вас, мастер. Этот человек оказался невероятно сильным, и я проиграл ему. Если бы меня в последний момент не спас Небесный Страж, этот человек бы пронзил меня своим мечом. Как только появился зеленый змей, человек виновато опустил голову в почтительной манере. Твой противник — культиватор на ранней стадии божественной трансформации, и я даже передал тебе мой колокол 1000 душ, так как ты мог допустить поражение. Когда ты стал таким бесполезным? Выражение лица зеленого змея значительно помрачнело. На лице человека сразу же выступил холодный пот, и он попытался объясниться. Я сделал все, что мог, мастер, но у моего противника оказалось припрятано слишком много трюков в рукаве. У него было духовное сокровище в виде котла, и он также полностью овладел искусством ваджры. У него тоже было духовное сокровище, и он полностью овладел искусством ваджры. Зеленый змей явно был удивлен услышанным. Все так и есть, мастер. Я говорю вам правду. Человек немного расслабился, услышав удивление в голосе змея. На лице змея появилось сложное выражение, и он вытянул свой коготь в направлении мужчины. Шарик черного света выстрелил в его тело, забирая колокол 1000 души в руку змея. Повертев колокол в руке какое-то время, выражение его лица стало еще более мрачным. Мужчина при виде этого забеспокоился. Зеленый змей холодно хмыкнул и сказал: «Значит, этот культиватор идет по пути одновременной культивации». Хехи, такой тип культивации был широко распространен в древние времена, но никто не использует этот путь сейчас. Усовершенствование тела и культивация магической силы занимают очень много времени, и если кто-то решит развивать это одновременно на низком уровне культивации, но в долгосрочной перспективе культивация неизбежно будет отставать от культиваторов своего ранга, если он будет продолжать идти по этому пути. Вдобавок ко всему, усовершенствование тела требует определенного уровня способностей. Насколько я знаю, есть только небольшая группа людей, которые достигли стадии интеграции тела, следуя по этому пути, включая святого небесного монарха Юаня. Все эти люди были воинами-усовершенствователями тела, которые начинали прогрессировать только после употребления какого-либо духовного лекарства. Иначе, идя по этому пути, только разрушишь свою будущую культивацию. Этот человек уже полностью овладел искусством ваджры. Есть ли другие способы усовершенствования тела, которые он мог бы использовать, чтобы продолжать укреплять свое тело? Нахмурившись, спросил мужчина. Полное овладение искусством ваджры уже является вершиной среди воинов-усовершенствователей тела среди смертных. Следующий шаг для его прогресса — это естественное начало использовать демонические искусства культивации для дальнейшего усовершенствования своего тела. Однако эти искусства культивации, естественно, не предназначены для человека, так что для него будет очень опасно заниматься такими практиками. Из-за его способности усовершенствовать свое тело и культивировать магическую силу до такой степени неудивительно, что ты ему не соперник. Но это не объясняет, как он смог освободиться из моего колокола 1000 душ. Мало того, что была уничтожена главная душа в колоколе, пропало около 70% всех других инских душ. Говоря это, голос змея внезапно стал мрачным. Я тоже не знаю, как ему это удалось. Я поймал его в ловушку колокола, но вскоре ему удалось сбежать, а я не смог видеть, что он там делал, поспешно сказал мужчина, стараясь объясниться. Змей долго осматривал мужчину, а затем отвел взгляд, холодно хмыкнув. Колокол 1000 душ не является достаточно мощным сокровищем, чтобы попасть в хаотически бесконечный список духовных сокровищ, но его более чем достаточно, чтобы сокрушить культиватора стадии божественной трансформации. Кажется, что у этого человека тоже есть сокровище, которое является проклятием для всех инских душ, или он овладел чрезвычайно мощным искусством культивации янского элемента. Так или иначе, мне просто нужно поймать еще несколько душ зверей, чтобы восполнить потери. Однако мы не можем отказаться от сокровища, оставленного тем человеком. Мужчина пришел в восторг, что змей не стал обвинять его, но на его лице появилось нерешительное выражение, и он сказал: «Спасибо, что пощадили меня, мастер». Проблема в том, что участок духовной земли уже принадлежит этому человеку. Если он установит ограничения вокруг этого участка, нам будет довольно трудно войти туда на поиски сокровища. Это действительно будет довольно хлопотно, но район этот духовной земли довольно просторен, и он не сможет установить так много мощных ограничений за короткое время. Отправляйся туда, где мое истинное тело находится в уединении, и я дам тебе кое-что, что ты сможешь отнести моему хорошему другу, Гуньяну Гую. Он обладает небесным пятицветным флагом, сокровище с необычайными способностями к сокрытию. Возьми его у него, и мы проникнем в духовную землю при первой же возможности. Сделав это, мы окажем старому дьяволу Гуньяну большую услугу, проворчал зеленый змей. Человек не осмелился сказать что-либо в ответ и мог только решительно кивнуть с уважительным выражением на лице.
Тем временем Хань Ли только что вылетел из города высшего неба и направился к равнинам за пределами города. После завершения этой битвы он направился прямо к участку духовной земли, который он выбрал, а не стал возвращаться во дворец духовных полетов. С текущими способностями Хань Ли он мог летать очень быстро, и ему понадобилось всего 3 дня пути, чтобы достичь огромного множества пышных горных цепей. Это была так называемая гора чудесного звука, и Хань Ли завис в воздухе над одной из гор в горных цепях. Он посмотрел на огромную гору, размером в сотни тысяч километров, и прищурился в созерцании. Несмотря на то, что это был самый низкий из 3 горных хребтов, представленных в небесном нефритовом павильоне, это все еще была горная цепь, которую могли использовать для культивации культиваторы стадии божественной трансформации, поэтому она, естественно, обладала высокой плотностью духовной ци. По сравнению с так называемым святым местом для культивации, в мире людей разница была как между днем и ночью. Осмотрев гору какое-то время, Хань Ли кивнул и спустился на горные хребты в виде полоски лазурного света. Вскоре после этого он уже преодолел расстояние более 50 тысяч километров. Несмотря на то, что он мчался вперед с удивительной скоростью, его мощное духовное чутье позволило ему осмотреть все в радиусе более 5000 километров. По пути он уже прошел 4 или 5 мерцающих ограничений, которые были явно там, где находились пещерные резиденции других культиваторов. Не обращая внимания на соседей, Хань Ли продолжал лететь вперед. Преодолев почти всю гору, Хань Ли наконец нашел на карте участок духовной земли, которая принадлежала ему. Участок земли растянулся на 10 тысяч километров, и ему не было видно ни конца, ни края. Кроме того, здесь не было ни одного культиватора, кроме него самого. Хань Ли пришел в восторг от этого, но не спешил строить пещеру. Вместо этого он сделал круг вокруг аннотированной границы на карте, которая обозначала границы его участка духовной земли. Во время этого процесса он регулярно выбрасывал белые флаги формации, каждый из которых закапывался в землю и исчезал. Эти флаги формации были сокровищами самого низкого ранга и обладали очень тусклым иллюзорным эффектом. Они были там исключительно в символических целях, сообщая другим ближайшим культиваторам, что у этого участка земли теперь есть владелец, что служило предупреждением для нарушителей. После этого Хань Ли начал неторопливо осматривать эту область. Спустя полдня он обнаружил несколько маленьких духовных рудников и несколько естественных пластов духовных растений. Конечно, духовные камни и растения, которые можно было найти в этих местах, были довольно низкого ранга, и, скорее всего, предыдущий владелец этой земли даже не удосужился раскопать и обработать эти участки. Эти места, естественно, тоже не особо привлекали внимание Хань Ли, но они стали для него небольшим приятным сюрпризом. Осмотрев всю местность, Хань Ли парил в воздухе высоко над центром участка духовной земли с созерцательным выражением лица, чувствуя себя немного озадаченным. Он не обнаружил ничего особенного в этом месте, но его противник пошел на такие крайности во время битвы. Неужели он действительно нацелился на это место, потому что оно было полезно для культивации одной из его секретных техник? Хань Ли покачал головой, отвергнув эту мысль, как только она появилась в его голове. Реакция его оппонента на поражение в битве показала, что все было не так просто. Кроме того, духовная земля была такой обширной областью, почему он был готов зайти так далеко ради этого конкретного участка, что даже был готов убить Хань Ли? Было очевидно, что это место нужно будет снова тщательно осмотреть. Иначе Хань Ли чувствовал себя так, словно его что-то мучило, и он не мог бы культивировать со спокойным сердцем. После принятия этого решения Хань Ли задумался о сооружении пещерной резиденции. Несмотря на то, что земля здесь в основном была одинаковой, было несколько мест, где духовная ци была особенно плотная. Тщательно все обдумав, Хань Ли наконец принял решение. Таким образом, он сразу же поднялся в воздух в виде полоски лазурного света и полетел к выбранному месту. Вскоре после этого Хань Ли появился между двумя массивными горами, вместе окутанным пятицветным туманом. Это место казалось огромным болотом, и яркий пятицветный туман, выходящий из него, достигал высоты в 1000 футов. Он не обладал чрезвычайно токсичными свойствами, но дышать им было нецелесообразно даже для культиваторов. Самое главное, что в этом тумане была какая-то неизвестная составляющая, которая в определенной степени ограничивала духовное чуть Хань Ли, делая его неспособным обнаружить то, что лежало глубоко в тумане. Только после использования своих духовных глаз Хань Ли смог обнаружить, что в нескольких километрах от тумана образована естественная долина, соединяющая две массивные горы. Такое естественное место было идеальным для его пещерной резиденции. Таким образом, Хань Ли глубоко погрузился в туман и вырубил пещеру в стороне некой невзрачной скалы в долине. Затем он выпустил свои летающие мечи, чтобы прорубив 2 чрезвычайно длинных прохода, которые вели прямо в животы 2 гигантских гор. Он планировал построить 2 пещеры одновременно. Одна из них была бы обманкой, использованной как отвлекающий маневр, в то время как другая была бы еще пещерной резиденцией для культивации, а также местом, где он будет выращивать своих духовных насекомых, духовных животных и духовные лекарства.
Что же касается той резиденции скрытой удачи, она была слишком маленькой, поэтому, естественно, теперь не было необходимости ее использовать. Построив свои пещерные резиденции, Хань Ли сразу же перенес туда духовное растение, которое он взял с собой из мира смертных в сад духовных лекарственных растений. Золотые прожорливые жуки также были помещены в ограничение. После того, как все золотые прожорливые жуки питались в течение стольких лет, они достигли удивительных размеров и выглядели чрезвычайно угрожающими. Казалось, они вот-вот достигнут полной зрелости. Для леопардового кирина Хань Ли также подготовил удобное гнездо, чтобы он мог там самостоятельно культивировать. Однако, войдя в особенно жуткую пустую комнату с животными, на лице Хань Ли появилось торжественное выражение. Он осторожно взмахнул своим браслетом духовного зверя в сторону комнаты для духовных зверей, после чего вырвался всплеск черного света, и внезапно появился черный объект высотой около 10 футов. Глава 1327. Высший небесный фрукт. Объект был круглым и напоминал кокон. Он излучал слабый черный свет, и на его поверхности можно было увидеть изображение малинового злого духа. У злого духа был один рог и 3 глаза, что придавало ему довольно зловещий вид. Этот кокон был естественным образом образован зверем плачущей души. В прошлом, когда зверь плачущей души в последний раз эволюционировал, он также превращался в черный кокон, такой, как этот. Изображение злого духа на коконе было идентично изображению на спине зверя плачущей души. Хань Ли погладил подбородок, глядя на этот кокон, и в его глазах промелькнули следы восторга. Во время битвы за духовную землю, когда он был втянут в пространство инских душ, он сразу почувствовал в воздухе плотную инскую ци. Сразу же после этого материализовалось бесчисленное количество инских душ, и все они устремились прямо к Хань Ли во главе с могущественным призрачным монархом. Хань Ли, недолго думая, сразу же выпустил своего зверя плачущей души. Этот зверь обладал невероятной способностью пожирать души, и когда из его ноздрей вырывался желтый свет, ни одна из обычных инских душ не смогла оказать никакого сопротивления. Все они были втянуты в пасть зверя плачущей души, и только с призрачным монархом было немного хлопотно иметь дело. Он культивировал свое тело, чтобы принять материальную форму, что позволило ему противостоять свету зверя плачущей души. Однако Хань Ли, используя свои грозовые крылья, появился за ним и начать скрытую атаку своей божественной дьявольской молнией, в результате чего ситуация кардинально изменилась. После ранения призрачный монарх больше не мог использовать свою секретную технику для стабилизации души. В конце концов, зверь плачущей души напал и сожрал призрачного монарха во время его битвы с Хань Ли. Поглотив столько злых душ и этого последнего призрачного монарха, который обладал способностями, сопоставимыми с культиватором стадии божественной трансформации, зверь плачущей души немедленно прорвался через свое узкое место в эволюции, превратившись в этот черный кокон. К счастью, Хань Ли уже видел это явление в прошлом, поэтому он пришел в восторг вместо паники. Таким образом, у него не было времени, чтобы позаботиться об остальной части инских душ, и он силой вырвался из пространства инских души и своим глаза разрушения, убежав во внешний мир с этим коконом. Теперь он поместил гигантский кокон в эту комнату для духовных зверей, и ему нужно было только подождать некоторое время, пока зверь плачущей души завершит свою эволюцию. Какое-то время понаблюдав за колоколом, Хань Ли покинул комнату, направившись в сад духовных растений. Девятилистный духовный женьшень, драконьи чешуйчатые фрукты и другие духовные лекарства в саду были довольно редкими даже в мире духов, поэтому Хань Ли должен был обращаться с ними осторожно. Единственной вещью, которой не хватало, была высшая божественная пальма, которую Хань Ли кропотливо выращивал какое-то время. Пальма принесла плоды в человеческом мире, но как только Хань Ли взял этот плод, она полностью увяла и рассыпалась в пыль. Еще более невероятным было то, что несколько корешков, которые он срезал с пальмы, также рассыпались. Таким образом, у него не было возможности посадить его снова. Скорее всего, это был тот случай, когда не только все его корешки рассыпались, но и все корешки, которые были у других, также должны были исчезнуть. Это был эффект закона эксклюзивности. В одном и том же мире не могла существовать высшая божественная пальма, и это не мог изменить даже Хань Ли. Даже культиваторы стадии божественной трансформации и пространственного закаливания в мире духов были бессильны против законов неба и земли и были способны использовать только мирскую ци вокруг себя. Для контроля над такими вещами требовались существа более высоких уровней. Возможно, существа, столь могущественные, как истинные небесные духи, были бы способны на такую задачу. Это также было показателем того, насколько высший небесный фрукт бросал вызов естественному порядку. При мысли о высшем небесном фрукте, который он наконец получил после нескольких сотен лет работы, Хань Ли был поражен чувством волнения и восторга. Из-за вознесения и последующей полной потери магической силы у него не было времени тщательно осмотреть его.
Теперь у него появилось немного времени, и он мог изучить этот фрукт. Таким образом, после установки всех необходимых ограничений за пределами пещерной резиденции, Хань Ли пробрался в секретную комнату и сел на землю со скрещенными ногами. Он перевернул руку, и над его ладонью появилась белая нефритовая коробка. Поверхность нефритовой коробки была окутана 7 или 8 ограничительными талисманами, каждый из которых сиял духовным светом. Немного помедлив, Хань Ли сорвал талисманы и осторожно снял крышку коробки. Перед глазами Хань Ли появился мерцающий белый объект длиной в несколько дюймов. Он протянул руку вытащить этот предмет из нефритовой коробки, а затем тщательно осмотрел его, поглаживая его пальцем. Объект имел тонкую овальную форму, а его поверхность была чрезвычайно гладкой. Сам фрукт был слегка желтоватого цвета, и один конец был слегка тупым, а другой был совершенно ровным, словно его разрезали лезвием. Это было похоже на маленький овальный жезл. Тем не менее, он был всего около половины фута в длину. На поверхности жезла была серия неразборчивых темно-зеленых узоров. Жезл, казалось, был сделан из смеси металла и дерева и было довольно гибким на ощупь. Этот своеобразный жезл был плодом высшей божественной пальмы. Человекоподобная марионетка сообщила ему, что вначале плод с высшей божественной пальмы был не таким. Изначально он был сферической формы и переливался белым светом, и он стал таким только после того, как его оплодотворяла зеленая жидкость в течение многих лет подряд. Хань Ли потерял дар речи, когда впервые увидел этот странный объект. Когда он только что получил этот фрукт, он изучал его только в течение короткого времени, но все же был поражен тем, насколько странной была эта вещь. Однако в то время он был занят работой над вознесением в мир духов, поэтому он не проводил никаких усердных исследований. После короткой паузы Хань Ли взял предмет одной рукой и вытянул палец на другой. На кончике его пальца вспыхнул лазурный духовный свет, и он осторожно постучал им по стержню. Лазурный духовный свет дрогнул, словно вступил в контакт с каким-то ограничением, и рассеялся, не способный проникнуть внутрь плода даже на миллиметр. Хань Ли поднял брови при виде этого, но не удивился. Этот фрукт всегда отвергал любые проникновения духовной ци, и никакая духовная сила не могла проникнуть в него. Посмотрев на него еще немного, Хань Ли подумал, и его рука с плодом засветилась золотым светом. В следующий момент произошло нечто необычное. Хань Ли смог с легкостью погрузить пальцы в фрукт, в результате чего тот деформировался, словно был сделан из мягкого теста. Однако, когда Хань Ли снова выпустил фрукт, тот сразу вернулся к своей первоначальной форме палочки. Хань Ли внезапно открыл рот и выплюнул тонкую золотую нить, которая обвелась вокруг плода, притянув его в рот Хань Ли. Однако нить меча, сформированная лазурным бамбуковым облачным мечом, даже не смогла оставить ни малейшего следа на поверхности плода. Хань Ли был заинтригован увиденным и, щелкнув пальцем, выпустил в жезл дугу золотой молнии. Дуга молнии оттолкнулась от фруктов, ударившись об угол секретной комнаты, вызвав небольшое дрожание всей комнаты в результате взрыва молнии. Хань Ли слегка нахмурился от этого, и по взмаху другой руки его ладонью возник шар серебряного пламени размером с яйцо. Хань Ли без колебаний бросил огненный шар на фрукт, но Хань Ли был разочарован тем, что увидел дальше. Как только фрукт попал в огненный шар, последний внезапно рассеялся на клочки серебряного пламени и материализовался в огненного ворона в воздухе на расстоянии нескольких десятков футов. Появившись, огненный ворон пристально уставился на плод с ужасом в глазах, выпустив несколько испуганных криков, выражая свой страх. При виде этого Хань Ли нахмурился еще сильнее и снова схватил фрукт. Его огненный ворон теперь был кульминацией самого могущественного пламени инь и янь, как он мог прийти в ужас от этого фрукта. Это было действительно сюрпризом для него. Неужели этот фрукт оказался еще более загадочным и могущественным, чем он ожидал? Сразу же после этого Хань Ли выпустил ледяное пламя, порывы ветра и различные другие виды атак, чтобы поэкспериментировать с фруктами, но в результате фрукт так и остался полностью невредимым в течение всех этих продолжительных атак. Хань Ли даже вытащил из комнаты с насекомыми несколько золотых жуков и положил их на фрукты. По его воспоминаниям, золотые прожорливые жуки были способны поглотить все и вся, но даже они были испуганы, как огненный ворон, поспешно улетев в панике и совершенно не собираясь сожрать этот фрукт. Затем Хань Ли попытался использовать свой глаз разрушения, чтобы напасть на фрукт, но все было безрезультатно. Несмотря на огромное количество способностей Хань Ли, он был полностью ошарашен и удивленно почесал голову. Затем он ввел всю свою силу в глаза, и из его зрачков вырвался пронзительный синий свет. Он пытался выяснить внутреннюю структуру этого фрукта своими духовными глазами. К его удивлению, его духовные глаза открыли ему крупинку белого света размером с горошину внутри плода, которая вспыхивала бледным светом. Хань Ли был сразу же оживился этим открытием. Однако дальнейшая проверка не дала никаких других результатов.
В течение следующих полмесяца Хань Ли почти постоянно проводил эксперименты на высшем небесном фрукте. В последние несколько дней он даже создал несколько миниатюрных формаций в своей секретной комнате, пытаясь использовать их мощь, чтобы усовершенствовать этот фрукт, но из этого ничего не вышло. В последнюю ночь Хань Ли провел по поверхности фрукта пальцем, но выражение его лица было совершенно спокойным. Казалось, что без слепой удачи он не сможет ничего сделать с этим фруктом. Однако, преодолев эмоции разочарования, его психическое состояние стало более решительным, чем когда-либо. Таким образом, последние полгода или около того не были пустой тратой времени. Однако ему пришлось вернуться в высший небесный город на следующий день. Имея это в виду, Хань Ли снова посмотрел на глубокий небесный фрукт в своей руке, на этот раз решив осмотреть темно-зеленые узоры, на которые он обращал минимальное внимание в прошлом. Внезапно в глазах Хань Ли появилось необычайно странное выражение, и ему в голову пришла поразительная мысль. Диаграмма и цвета узоров внезапно напомнили ему что-то. Был еще один объект с похожими узорами на поверхности, и хотя его цвет не был полностью идентичен цвету высшего небесного фрукта, он очень напоминал его. Почему он не подумал об этом раньше? Глава 1328. Свиток хаоса тысячи духов. Хань Ли неожиданно потянулся за своим браслетом для хранения, и в его руке появилась неприметная кожаная сумка. Он перевернул сумку, и оттуда, прямо ему в руки, выскочил маленький зеленый флакон. Это было не что иное, как та самая таинственная зеленая бутылочка. Хань Ли, держав бутылочку в одной руке и высший небесный фрукт в другой, осматривал их, слегка прищурившись. Эти два предмета были разными как по форме, так и по массе, но темно-зеленые узоры на их поверхностях действительно сильно напоминали друг друга. Неужели эти два объекта были как-то связаны? Неужели содержимое таинственной зеленой бутылочки было изготовлено из высшего небесного фрукта? От мысли о невероятных способностях маленькой зеленой бутылочки сердце Хань Ли забилось быстрее. Чем больше думал об этом, тем правдоподобнее это выглядело. Маленькая бутылочка была сделана из другого материала по сравнению с высшим небесным фруктом, но этот материал он также не смог распознать. Он осмотрел предметы в своих руках и выдохнул, бросив взгляд на маленькую бутылочку. Внезапно он положил высший небесный фрукт на землю и снял крышку таинственной бутылочки. Капля зеленой жидкости беззвучно капнула на фрукт. То, что произошло в следующий момент, невольно привело его в восторг. Лазурный свет вспыхнул от капли жидкости, и она исчезла в высшем небесном фрукте. Блестящий синий свет снова вспыхнул в глазах Хань Ли, пытаясь изучить внутреннее состояние плода. Как только капля зеленой жидкости исчезла во фрукте, она сразу же соединилась с пятном белого света в его центре. Несколько мгновений спустя слабое пятнышко белого света слегка расширилось. Сердце Хань Ли замерло от увиденного, но после дальнейшего наблюдения в белом свете не было никаких изменений, и синий свет в глазах Хань Ли постепенно угас. Он опустил голову с задумчивым выражением лица, обдумывая увиденное. Казалось, что только таинственная зеленая жидкость в маленьком флаконе могла оказывать какое-либо влияние на высший небесный фрукт. Он не знал, для чего может служить это пятнышко белого света, но казалось, что единственный способ выяснить это — продолжать подпитывать фрукт зеленой жидкостью. Немного подумав про себя, Хань Ли осторожно убрал и маленький флакон, и высший небесный фрукт. Он собирался вливать зеленую жидкость во фрукт через равные промежутки времени. Без ведома Хань Ли, в тот же миг, когда зеленая жидкость исчезла в белом свете высшего небесного фрукта, в небесном духовном регионе, в 3 человеческих областях, в тысячах и тысячах километров от города высшего неба произошло нечто необыкновенное. В центре небольшого острова, который парил в воздухе на десятки тысяч километров, из полупрозрачной нефритовой стены внезапно вспыхнул золотой свет, осветив ее золотыми и серебряными рунами. В то же время раздался странный крик, распространившийся по всему острову. 2 культиватора в зеленых одеждах, сидевшие перед нефритовой стеной с закрытыми глазами, одновременно открыли глаза с удивлением на лице. Золотой свет. Неужели здесь появилось еще одно божественное духовное сокровище? Воскликнул один из них. Другой культиватор молчал, но с таким же восторгом в глазах смотрел на нефритовую стену. Внезапно дюжина или около того световых полос вспыхнули из разных мест по всему острову, и все они прилетели к нефритовой стене. В мгновение около стены собралось около дюжины культиваторов в зеленой одежде, и все они с волнением смотрели на золотой свет. Несколько мгновений спустя золотой свет от нефритовой стены постепенно угас, что заставило культиваторов занервничать. Все они смотрели на нефритовую стену, не решаясь моргать, словно они окаменели от того, что что-то упустили. Внезапно 3-я линия золотых рун на нефритовой стене размылась и стала двигаться вниз по линии. Тем временем,
новая линия золотого текста появилась на освобожденной третьей строке. У культиваторов на лицах сразу же появились напряженные выражения. Все они изумленно смотрели на третью линию золотых рун. Это высший небесный духовный артефакт. И он поднялся на третье место, как только появился. Через некоторое время пожилой человек в зеленой одежде пробормотал про себя: «Небеса, может ли случилось так, что еще одна настоящая духовная трибуляция вот-вот обрушится на наш мир духов?» Все остальные культиваторы подумали о вероятности этого, и их лица сразу же побледнели с испуганными выражениями на лицах. Казалось, никто из них не хотел ничего говорить. Наконец, золотой свет на нефритовой стене полностью исчез, и все вернулось на круги своя. Вверху, над нефритовой стеной, примерно в 10 футах над ней, парила серебряная доска длиной более 100 футов. На табличке была выгравирована золотая надпись «Свиток хаоса тысячи духов». Вскоре после этого с острова вырвались световые полоски, направившись к 3 человеческим регионам и 7 демоническим территориям. В то же время, в ограниченных областях более крупных рас в первозданном мире происходили подобные изменения на всех аналогичных нефритовых стенах. Одна и та информация передавалась всем расам, и это событие ошеломило всех высших представителей среди них. Вскоре после этого все высшие представители различных рас, в том числе расы людей и демонов, запаниковали. Могло показаться, что мир духов совершенно не изменился, но под видимой поверхностью происходили радикальные изменения. Все расы укрепляли свою оборону в ожидании суровых испытаний, которые могли вот-вот произойти. Разумеется, как зачинщик всего этого, сам Хань Ли совершенно не замечал происходящего. В настоящее время он медитировал в своей пещерной обители, готовясь вернуться в город высшего неба. Время шло медленно, и как только дневной свет уже приближался к обители пещеры, Хань Ли внезапно открыл глаза, и на его лице появилось ликующее выражение. Он немедленно поднялся на ноги и, выскочив из своей тайной комнаты, направился прямо в одну из комнат духовных зверей. Хань Ли стоял за пределами комнаты и, заглянув в нее, застыл на месте. Внутри комнаты в огромном коконе была пробита дыра размером с голову, и теперь кокон был совершенно пуст. Прямо над коконом в воздухе витало угольно-черное облако, производя совершенно таинственное впечатление. Хань Ли был очень удивлен увиденным, но он все равно бросил к двери комнаты заклинание к двери комнаты с нахмурившимися бровями. Лазурный свет мгновенно вспыхнул от двери, и невидимое ограничение было снято. Дверь постепенно поднялась, и Хань Ли вошел в комнату. Черное облако в воздухе, размером около 10 футов, никак не среагировало на прибытие Хань Ли. Хань Ли уставился на облако и сделал печать заклинания руками. Он открыл рот и выплюнул черный шарик. Это была бусина контроля над зверем плачущей души, которую он когда-то усовершенствовал. Хань Ли начал что-то петь, указывая пальцем на бусину плачущей души. Бусина вспыхнула зеленым светом, и ее поверхность стала переливаться и беспрерывно мигать. Темное облако в воздухе наконец начало реагировать. Вокруг него пронеслись порывы мощных иньских ветров, и в то же время в облаке разразились дуги черной молнии в ряду грохочущих ударов грома. Бусина, зависшая в воздухе, также начала вибрировать, и зеленый свет, исходящий от нее, значительно посветлел. Хань Ли слегка изменился в лице при виде этого. Он чувствовал сопротивление темного облака, словно оно пыталось отмахнуться от зова бусины контроля плачущей души. Следуя своей эволюции, зверь плачущей души шел по стопам шестикрылой ледяной многоножки, пытаясь вырваться из-под контроля Хань Ли. Однако теперь Хань Ли восстановил все свои силы, поэтому он, естественно, не позволил этому случиться. Он сразу же начал распространять свою магическую силу, быстро щелкая своими 10 пальцами, выпуская заклинания разных цветов, каждая из которых исчезла в бусине плачущей души. Бусина испустила мучительный крик, после которого сияющий зеленый свет снова начал тускнеть. В этот момент из темного облака вырвался грохочущий раскат грома, после чего из бесчисленных дуг черной молнии появилась темная фигура. Существо спустилось прямо перед Хань Ли, пристально глядя на черную бусину с противоречивым светом в его малиновых глазах. Сердце Хань Ли вздрогнуло, но, увидев появление существа, стоящего перед ним, на его лице появилось странное выражение. На выражении его лица была смесь радости, удивления и раздражения. Фигура, стоящая перед ним, была еще одним Хань Ли в черной мантии. Помимо того, что цвет его одежды был другим, она выглядела точно так же, как сам Хань Ли, до самой последней детали. При виде этого выражения на лице Хань Ли изменилось, на лице второго Хань Ли появилось такое выражение, заставляя Хань Ли чувствовать, будто он смотрит в зеркало. Хань Ли долго молчал, а затем, нахмурившись, спросил: «Ты зверь плачущей души?» Хань Ли в черной мантии застенчиво улыбнулся, ответив: «Мас, тер, я. Плачущая душа.
Его голос был очень грубым, но говорил он подобно младенцу. Хань Ли уже установил личность этого существа по его связи с бусиной плачущей души, но он все еще был поражен чувством шока, услышав ответ зверя. «Ты принял постоянную форму или ты изучил технику трансформации?» Услышав это, рот Хань Ли в черной мантии раскрылся, и он, похоже, не знал, что ответить. Хань Ли слегка запнулся от увиденного, и на его лице появилась кривая улыбка. Зверь плачущей души только что достиг разумности, разве он мог знать все и сразу? Он должен был ввести некоторые знания в разум зверя, прежде чем он сможет сформулировать ответ. Это было довольно трудной задачей для других культиваторов, но для Хань Ли это было очень просто. Он резко положил руку поверх его головы, после чего вспыхнул черный свет, и появилась черная зарождающаяся душа размером примерно в дюйм. Это была не что иное, как вторая зарождающаяся душа Хань Ли. Когда Хань Ли восстановил свою магическую силу, он также снова материализовал эту вторую зарождающуюся душу. Тем не менее, эта зарождающаяся душа все еще обладала только силами только стадии зарождающейся души, так что Хань Ли в битве ее не использовал. Таким образом, Хань Ли планировал вселить ее в марионетку, чтобы помочь ему ухаживать за пещерной резиденцией. Таким образом, зарождающаяся душа вырвалась вперед и исчезла в теле Хань Ли в черной мантии. Черная молния вспыхнула по всему телу Хань Ли в черной одежде, и на его лице появилось болезненное выражение. Глава 1329. Любимец. Хань Ли использовал вторую зарождающуюся душу, чтобы медленно ввести некоторую информацию о языке и искусстве культивации с помощью своего духовного чутья в разум зверя плачущей души. К счастью, он смог сделать это только с помощью второй зарождающейся душой в качестве медиума. В противном случае, ни один другой культиватор божественной трансформации не осмелился бы проделать это. Через некоторое время деревянные глаза Хань Ли в черной мантии постепенно прояснились, словно он приобрел много знаний. Хань Ли убрал печать заклинания и махнул рукой, снял в сторону зверя. Вторая зарождающаяся душа немедленно вылетела из зверя плачущей души, но духовный свет, мерцающий от первой, значительно потускнел, выглядя так, как будто она потратила много энергии во время этого процесса. Зарождающаяся душа качнулась и снова исчезла в теле Хань Ли. «Теперь ты понимаешь, о чем я тебя спрашиваю?» — спросил Хань Ли. Зверь плачущей души моргнул и только спустя какое-то время ответил: «Я подражаю форме мастера, но я также могу трансформироваться в другие формы». Несмотря на то, что он получил много знаний, зверь плачущей души был все еще как новорожденный младенец, поэтому он даже не знал, как лгать. Кроме того, он долгое время воспитывался Хань Ли, и его попытка вырваться из-под контроля Хань Ли была лишь бессознательной устойчивой реакцией. После достижения разума у него больше не было никакого намерения сопротивляться Хань Ли, и он стал чрезвычайно уважительно относиться к нему. Вот почему он решил превратиться в Хань Ли для своего первого преобразования. Благодаря своей связи с бусиной плачущей души, Хань Ли мог приблизительно понять, что думает зверь плачущей души, и на его лице появилась легкая улыбка. Он открыл рот, и бусина плачущей души исчезла в его горле в виде струйки черного дыма. «Можешь показать мне свою технику преобразования?» Хань Ли испытывал любопытство к способностям зверя плачущей души. Хань Ли в черной одежде кивнул и слегка вскрикнул. Внезапно он разорвал черную мантию, и по всему его телу вырос толстый длинный мех. В то же время он резко увеличился в размерах, мгновенно превратившись в огромную черную обезьяну высотой около 20 футов. Хань Ли лишь поднял брови при виде этого. Таким образом, его так называемая техника преобразования состояла в том, чтобы просто вернуться к своей первоначальной форме. Не успело в сердце Хань Ли мелькнуть разочарование, как гигантская обезьяна внезапно оглушительно хмыкнула, выпустив порывы инских ветров и бесчисленные дуги молнии. Сразу после этого его тело снова расширилось, мех по всему телу начал краснеть, и на его головой медленно выросли 3 скрученных рога. На его глобеле также появилась выпуклость, после чего появился алый демонический глаз. В то же время его лицо удлинилось, а зубы превратились в острые клыки. Он превратился в злобного духа, похожего на изображение на спине зверя плачущей души, за исключением того, что он выглядел еще более злобным. Кроме того, его массивное тело было ростом 70 футов, заполнив собой всю комнату. Еще большим сюрпризом стало то, что на спине зверя плачущей души появилось 3 шипа из черной кости, каждый из которых был длиной около 10 футов. Вокруг этих шипов циркулировала черная ци, и Хань Ли прекрасно помнил, что у злого духа на спине зверя плачущей души не было таких шипов. Однако, призрачный монарх стадии божественной трансформации, которого съел зверь, мог манипулировать подобными шипами. Неужели теперь они были как-то связаны? Пока Хань Ли размышлял над этим понятием, тело зверя плачущей души внезапно превратилось в темное облако, а затем превратилось в маленькую черную обезьяну.
Сразу же после этого она прыгнула на черный кокон, разорвала его на куски и стала пожирать его. Хань Ли слегка замялся от увиденного, и на его лице появилась легкая улыбка. Маленькой обезьяне не потребовалось много времени, чтобы сожрать весь кокон, после чего она выпустила ликующий крик и прыгнула на плечо Хань Ли, усевшись там, как в старые добрые времена. Хань Ли погладил пушистую голову зверя плачущей души и убрал его в свой браслет для хранения духовных зверей. Сделав все это, он пошел в соседнюю комнату насекомых, чтобы проверить золотых прожорливых жуков. Эти жуки достигли длины в полфута каждый, и Хань Ли был очень взволнован этим. Внезапно он поднял руку, и во вспышке лазурного света перед ним появилась маленькая зеленая бутылочка. Некоторое время он смотрел на бутылочку, молча поглаживая ее пальцем. Если подумать, эта таинственная маленькая бутылочка в мире духов стала еще более эффективной. В прошлом для производства одной капли жидкости требовалось 7 дней, но в мире духов это время было сокращено до 3 дней. Что было самым удивительным для Хань Ли, так это то, что явление, возникающее при создании жидкости ночью, также было сведено к минимуму. В прошлом, когда она находилась под лунным светом, возникали странные явления, но теперь она светилась только слабым белым светом. Если бы никто не осматривал ее с близкого расстояния, было бы невозможно даже определить тот факт, что она вообще светилась. Даже если бы ей удалось привлечь чье-то внимание, они все равно приняли бы его за сокровище низкого ранга. Хань Ли обнаружил это после того, как восстановил свою магическую силу. Можно было уверенностью утверждать, что 7 лун мира духов, а также возросшие изобилие духовной ци были ответственны за эти изменения. Естественно, для Хань Ли это была хорошая новость, теперь он не только мог чаще доставать зеленую жидкость из этой загадочной бутылочки, она также стала менее заметной. В некоторых случаях он мог даже использовать эту бутылочку публично и не бояться, что его кто-нибудь заметит. Какое-то время Хань Ли обдумывал ситуацию, а затем убрал маленькую бутылочку. Затем он также убрал золотых прожорливых жуков и леопардового кирина в свой браслет для хранения и покинул пещерную резиденцию. Он знал, что, скорее всего, другие люди будут осматривать его участок духовной земли, поэтому он, естественно, не собирался оставлять что-то важное в своей пещерной резиденции. Несколько мгновений спустя из пятицветного тумана появилась полоска лазурного света, направляющаяся в город высшего неба. Несколько дней спустя полоска лазурного света прошла над массивной городской стеной высотой в несколько десятков футов и, таким образом, прибыла в город высшего неба. Поскольку Хань Ли уже был знаком с этим местом, поэтому он быстро прибыл к массивной лазурной башне. В то время у входа было не так много культиваторов, и Хань Ли шел довольно неторопливо. Согласно словам Чжао Гуя, он не спешил идти и сообщать о своем участке духовной земли. Вместо этого он сначала посетил место в башне, известное как Зал Небесных Доспехов, и получил костюм темного лазурного стража. Во время его битвы за духовную землю против человека по фамилии Вэнь, его противник также был в такой же броне, и это было то, что отразило силу удара Хань Ли на заключительных этапах их битвы. Затем он разыскал одного из черных железных стражей в башне и спросил о местонахождении 56-го отряда в 3-й команде, и он направился прямо к этому месту. После серии поворотов он, наконец, остановился перед мирскими воротами. Над воротами была надпись 56, написанная древним текстом. Хань Ли посмотрел на мерцающее белое ограничение на воротах, а затем перевернул ладонь, после чего в его руке появился лазурный нефритовый кулон. Он махнул нефритовым кулоном к воротам, после чего вырвался шлейф лазурного света, и белое ограничение на воротах немедленно рассеялось. Другой рукой он слегка толкнул ворота, и они открылись довольно плавно. Войдя в ворота, он оказался в просторном зале. В зале было несколько столов и стульев, а также 2 коридора по обеим сторонам зала, по-видимому, ведущие в другое место. В этот момент рядом друг с другом сидели 2 культиватора в черных доспехах, что-то тихо обсуждая. После прибытия Хань Ли, они сразу же повернулись к Хань Ли с удивленным выражением на лице. Хань Ли бросил взгляд на 2 мужчин и сразу же вскинул брови от удивления. Какое совпадение, один из них был никем иным, как зеленоглазым мужчиной по фамилии Чуо, который провожал Хань Ли во дворце духовных полетов. При взгляде на Хань Ли тот сразу же узнал его, после чего он поспешно поднялся на ноги и почтительно поклонился. «Приветствую, старший Хань. Неужели вы новый командир нашего отделения?» «Действительно, мне назначена роль лидера 56-й команды. Теперь я буду присматривать за вами», — Хань Ли улыбнулся, небрежно бросив свой нефритовый кулон в воздух. С дрожащим сердцем человек поймал нефритовый кулон. Он тщательно осмотрел нефритовый кулон, а затем вернул его Хань Ли вещи более уважительной манере. Джо Чан из 56-го отряда выражает свое почтение лидеру отряда. Видя, что личность Хань Ли была проверена, другой мужчина, худой человек, которому, казалось, было лет 30, тоже поспешно поднялся на ноги.
Дунга Фэн выражает свое почтение лидеру отряда. Хань Ли махнул рукой, отмахиваясь от формальностей, и спросил: «Вы двое здесь?» Помимо даосского жреца Ма и феи Сюй, которых здесь нет, все остальные наши даосисты медитируют в комнате для культивации. Мы вдвоем здесь на страже. Не желает ли старший, чтобы я предупредил о вашем прибытии? Спросил Джо Чан. Не нужно их беспокоить. Я только что прибыл в город высшего неба, и я еще не слишком знаком с этим местом, поэтому вы можете просто рассказать мне о вашей команде. С улыбкой ответил Хань Ли. Я обязательно расскажу вам все, что знаю, старший. Джо Чан сразу же поклонился. После этого он представил всех членов своего отряда Хань Ли, а затем подробно остановился на патрульных миссиях, назначенных их отряду. Пока Хань Ли слушал его рассказ, внезапно в зал ворвался всплеск золотого света, бросившись прямо к ним троим. Джо Чан и Дунга Фэн переглянулись между собой, увидев золотой свет, но ни один из них ничего не сделал. В противоположность этому, Хань Ли небрежно сделал хватательное движение, и золотой свет сразу же попал ему в руки, превратившись в маленький золотой меч, к которому была прикреплена красная нефритовая пластинка. Прежде чем Хань Ли успел вытащить нефритовую пластинку, кто-то внезапно открыл дверь холла снаружи. В то же время раздался утонченный мужской голос. «Хе-хе, это был меч был послан вышестоящими. Похоже, я не слишком опоздал, в конце концов». «А вы», изящный даосский священник шагнул в зал и запнулся, увидев Хань Ли. «Брат Ма, это старший Хань, его назначили руководителем нашего отряда», поспешно представил Джо Чан. «Старший Хань». Этот младший отдает дань уважения старшему Ханю. На лице даосского священника появилось удивление, и он поспешил к Хань Ли, чтобы почтительно поклониться ему. «Нет необходимости в формальностях, господин даосист Ма. Похоже, ты достиг пика поздней стадии зарождающейся души, что означает, что ты находишься всего в одном шаге от стадии божественной трансформации. Это достойно празднования». Хань Ли тщательно оценил даосистского священника, и на его лице неожиданно появилась теплая улыбка. Глава 1330. Бурлящее болото. Вы очень проницательный, старший Хань. К сожалению, я застрял на этом уровне культивации уже несколько сотен лет. Не уверен, смогу ли я совершить прорыв до того, как моя жизнь закончится, криво улыбнувшись, ответил даосистский священник. Хань Ли слегка улыбнулся ему в ответ и ничего не сказал. Он стянул красную нефритовую пластинку с маленького золотого меча, а затем исследовал ее содержимое своим духовным чутьем. Трое других культиватора терпеливо ждали в стороне. Несколько мгновений спустя Хань Ли убрал свое духовное чутье из нефритовой пластинки и произнес название места. Бурлящее болото. Что? Как это может быть это место? Услышав это, Чжо Чан невольно воскликнул. Дунга Фэн и даосский священник также были потрясены таким развитием событий. Почему? С этим местом что-то не так. Нахмурившись, спросил Хань Ли. Это преуменьшение. Это место регулярно посещают существа других рас, и многие из наших собратьев-даосистов гибнут там каждый год. Это чрезвычайно опасное место, мрачно объяснил Чжо Чан. И мы единственная команда, кто патрулирует это место. Удивленно спросил Хань Ли. Не совсем так. Бурлящее болото — очень просторная территория. Даже если мы будем лететь без остановок, нам все равно потребуется полмесяца, чтобы облететь его. Обычно 5 отрядов патрулируют это место одновременно, объяснил даосистский священник Ма. Если мы не единственный отряд там, то нам ни на что жаловаться. Нам просто нужно проявить особую осторожность, равнодушным тоном сказал Хань Ли. Старший Хань, вы не знаете об этом, но 2 года назад Сюаньгуан, командир 12-го отряда, был атакован существами клана Теней на бурлящем болоте и погиб вместе с 2 своими напарниками. Сюаньгуан в то время уже был на средней стадии божественной трансформации. Со странным выражением на лице объяснил Дунга Фэн. Вот как? Выражение лица Хань Ли, наконец, немного изменилось от услышанного. В этот момент из проходов по обе стороны зала раздался звук шагов, и появилось еще несколько человек. Среди них было 5 мужчин и 1 женщина, 2 из которых были пожилыми мужчинами, 2 из которых, казалось, были парой среднего возраста, а оставшиеся 2 были молодым человеком, позднего подросткового возраста и крепкий мужчина. Это явно были члены отряда, которые медитировали в тихих комнатах культивации, и они явно появились, потому что их как-то предупредили о прибытии меча посланника. Все они, естественно, были довольно удивлены, увидев Хань Ли, но сразу же почтительно поклонились ему после представлений Чжо Чана. Хань Ли, естественно, вежливо ответил им.
Проведя свое духовное чутье по членам отряда, он бросил дополнительный взгляд на подростка, который назвался фамилией Инь. Он был на пике поздней стадии зарождающейся души, как даосский священник Май Чжоучан. Удивительно, но двое с самыми низкими основами культивации были пара пожилых мужчин. Узнав о том, что их мобилизовали для патрулирования бурлящего болота, все они также стали весьма обеспокоенными. Хорошо, мы не можем изменить порядок приказов наших старших, поэтому нам просто нужно быть более осторожными в ближайшие несколько лет. Отправляемся завтра. Убедитесь, что вы все готовы к нашему путешествию. Хань Ли дал несколько инструкций и направился в один из коридоров. Затем он нашел тихую комнату для культивации и остался там. Небрежная реакция Хань Ли еще больше обеспокоила всех присутствующих культиваторов. Все повернулись к Чжоу Чину в конце. Молодой человек, выглядевший подростком, спросил: «Брат Чжоу, ты рассказал старшему Ханю об опасностях бурлящего болота?» «Конечно, я рассказал, но он, похоже, не воспринимал меня всерьез», Чжоу Чан слегка вздохнул. «В любом случае, у нас нет выбора в этом вопросе. Приказ был издан группой старейшин, что мы будем делать? Противостоять приказам», смиренным голосом сказал женщина, которая была среди культиваторов. «Очевидно, что мы не можем противостоять приказу, но мы должны по крайней мере предупредить старшего Ханя об опасностях болота, чтобы он мог относиться к ситуации с большей осторожностью. Если мы действительно столкнемся с этими могущественными существами из других рас, мы должны быть готовы к этому», сказал даосистский священник Ма, обеспокоенно вздохнув. Чжоу Чан, немного помолчав, сказал: «Не нужно слишком беспокоиться слишком сильно. Бурлящее болото действительно очень опасное место, но действительно могущественные существа из других рас там по-прежнему редкость. Кроме того, из-за того, насколько опасное болото, мы получим хорошую награду за наши усилия, и мы сможем долго отдыхать после этой патрульной миссии. Если мы сможем выжить в следующие несколько лет, после этого нас отправят в менее опасные районы. Вы все слышали, что сказал старший Хань: возвращайтесь и готовьтесь к завтрашнему путешествию». Никто больше ничего не сказал по поводу этой дискуссии, поэтому им осталось только удалиться с довольно мрачным настроением. В этот момент Хань Ли сидел со скрещенными ногами в тихой комнате для культивации, и слабый золотой свет мерцал по всему его телу. Он, казалось, находился в глубокой медитации, и за его головой беспорядочно вспыхивали золотые ореолы, создавая довольно странное зрелище. День прошел в мгновение ока. Когда Хань Ли снова открыл глаза и вышел из комнаты для культивации, Чжоу Чан и все остальные уже ждали его там. Все они сразу же поднялись на ноги и с уважением поприветствовали Хань Ли. Хань Ли махнул рукой и перевел взгляд к прекрасной женщине-культиваторше. На вид этой женщине было лет 20, и ее первозданная светлая кожа была почти прозрачной. Ее глаза мерцали, как пара ярких звезд, и Хань Ли был поражен чувством, будто уже видел ее раньше когда-то. В глазах Хань Ли мелькнуло удивление. Старший Хань — это фея Сюй, а она прямой потомок вознесенного культиватора, с улыбкой представил даосистский священник Ма. Услышав это, сердце Хань Ли замерло, но он просто кивнул со спокойным выражением лица. У культиваторши, казалось, тоже была довольно холодная и отчужденная личность, и она лишь протянула приветствие Хань Ли, а затем снова замолчала. «Если все здесь, то давайте выдвигаться». Хань Ли не стал больше задерживался, выведя всех из зала и направившись прямо к залу для телепортации неподалеку. Этот зал охранялся другой группой культиваторов, и в зале находилась золотая лодка, но не было необходимости использовать это сокровище, поскольку телепортация будет только на сравнительно небольшое расстояние. После передачи его удостоверения личности для проверки, их отряд разделился на группы по 3 человека, чтобы телепортироваться по отдельности. Среди 3 последовательных вспышек белого света все 11 членов отряда были телепортированы из города высшего неба и оказались в незнакомом месте. Избавившись от головокружения после телепортации, Хань Ли, осмотрев окрестности, слегка нахмурился. Они находились в небольшой каменной комнате с односторонней транспортной формацией под ногами. На стенах комнаты были вырезаны различные типы рун, и все они мерцали, словно были окутаны ограничением. Даосистский священник Ма и другие культиваторы, которые были телепортированы в это место ранее, ожидали их за пределами формации. Хань Ли не спеша выбрался из транспортной формации и зашагал к двери из каменной комнаты. Затем он вытащил свой лазурный нефритовый медальон и помахал им у двери. Из медальона мгновенно вспыхнула вспышка лазурного света, и руны на двери замерцали. Затем она медленно открылась, открыв коридор, ведущий вверх, шириной около 10 футов. Хань Ли сразу же вырвался в коридор в виде полоски лазурного света. Его 10 подчиненных также поспешно активировали свои техники передвижения в погоне.
Вскоре после того, как последний человек покинул каменную комнату, из двери вспыхнул духовный свет, и она снова медленно закрылась. Тем временем Хань Ли уже вышел из коридора и завис в воздухе над небольшой горой, осматривая свое окружение с точки обзора сверху. В настоящее время они находились в пределах ряда мрачных горных цепей. Примерно в 50 километрах позади них было видно огромное пространство белого света, за которым лежала массивная городская стена. Даже с такого большого расстояния все могли видеть удивительный духовный свет, которым сверкала городская стена. Хань Ли долго оценивал городскую стену с созерцательным выражением лица. Насколько он знал, стена города высшего неба, обращенная к первозданному миру, не имела ворот. Любой человек или демон, желающий получить доступ к городу с этой стороны, должен был сделать это с помощью транспортной формации внутри города. При таком расположении ограничения, наложенные на городскую стену, не позволяли существам иностранных рас проникать в город. Однако Хань Ли не интересовался этим. Вместо этого он обратил свое внимание в другом направлении. Там его встретил вид пышных гор разных размеров. Глядя на эту сцену мира и спокойствия, было сложно поверить, что это место находилось в первозданном мире. Согласно карте, так называемое бурлящее болото находилось на расстоянии около 5000 километров от этого места. Из-за особой местности там духовное чутье культиваторов было нарушено, что сделало его идеальным местом для шпионов из других рас, чтобы исследовать город высшего неба издалека. Таким образом, у города высшего неба не было другого выбора, кроме как мобилизовать группы культиваторов для регулярного патрулирования этого района. Тем не менее, все шпионы из чужих рас были достаточно сильны и были особенно искусны в техниках сокрытия. Вот почему многие люди регулярно становились жертвами этих существ и гибли на болоте. Вот почему это место считалось одним из самых опасных районов, предназначенных для патрулирования, и все культиваторы, выполняющие патрулирование, молились, чтобы их не отправили в это проклятое место. Однако Хань Ли был мобилизован в этот район, поэтому он должен был проявить особую осторожность в течение следующих нескольких лет. Таким образом, он посмотрел на группу культиваторов позади него и сказал «Вперед!». В следующее мгновение его отряд из 11 человек улетел вдаль в виде полоски золотого света. Для группы культиваторов, находящейся на стадии зарождающейся души и выше, было несложно преодолеть расстояние чуть более 5000 километров. Таким образом, вскоре после того, как Хань Ли заметил их место назначения вдалеке, они прибыли на место. Сначала в его поле зрения появился бурный зеленый свет. Подойдя ближе, Хань Ли смог определить, что это не какая-то зеленая линия, а обширное пространство зеленого тумана. Он немного замедлился, перевернув руку, и на его ладони появилась специальная пластина формации. Хань Ли указал пальцем на формацию, и на ее поверхности сразу же загорелся слой красного света. В этот момент все культиваторы за ним также достали аналогичные пластины формации и сделали то же самое. Эти пластинки формации были известны как пограничные духовные пластины и были предназначены для всех культиваторов города высшего неба, находящихся на патрульной службе. Сокровище позволяло обнаружить присутствие существ из чужих рас на определенном расстоянии. Ограничением этой пластины было то, что ее эффект обнаружения был применим только к одному направлению, но с таким количеством одновременно вызванных пластин, каждая из которых фокусировалась в разных направлениях, они оказались весьма полезными. Таким образом, Хань Ли и его группа с пластинами в руках замедлились, начав осторожно входить в туман. Вскоре все они исчезли.